Приветствую! Я, как знают постоянные зрители моего канала, являюсь пользователем многофункционального устройства Epson L8160 с ноября 2021 года. Тогда же я опубликовал и видеообзор на него. Я бы сейчас не снимал это видео, если бы спустя год в связи с важным историческим событием эта японская конторка не свалила бы с рынка России и Белоруссии. Причем даже пинком не пришлось придавать ей ускорение. Если обратиться к официальному сайту, то в представленном списке наших стран нет. При этом программное обеспечение русифицировано и регулярно обновляется. Тогда, в 2022 году, я подумал, что попал с моей дорогостоящей покупкой, и мне придется использовать совместимые чернила других брендов. К тому же один из зрителей тоже интересовался приобретением именно оригинальных чернил. Поясню, что в принтере используется система непрерывной подачи чернил 6 цветов. Непосредственно для цветной печати используется 5 цветов, а шестые чернила черного цвета, устойчивые к воде и свету, расходуются при черно-белой печати текстовых документов. Я использую принтер в домашних условиях, поэтому печатаю нечасто. За 3 прошедших года принтер не расходовал даже комплектные емкости чернил. Примерный их расход указан на верхней крышке устройства. Это более 6000 цветных отпечатков или более 2000 цветных фотоснимков. В среднем четверть объема еще осталось. Самый большой расход чернил серого цвета, а меньший у чернил желтого и пурпурного цветов. Но уже год у меня помечен пунктик, который нужно выполнить, и это покупка нового комплекта чернил. К тому же хочу проверить возможность приобретения в Беларуси оригинальных чернил Epson. Поэтому в завершении этого уходящего года я решил данный гештальт закрыть. Я купил в моем городе такой комплект за 475 белорусских рублей по ссылке, указанной на пакете и в описании этого видеоролика. На сегодняшний день это около 130 евро. Магазин заявляет, что это оригинальные чернила модели 115 для принтеров для МФУ L8160 и L8180. Давайте это и проверим. Вот у меня имеется чек, как я и говорил, на 475 белорусских рублей. У меня сохранились емкости, которыми было укомплектовано новое МФУ. Вот с ними и сравним. Каждая баночка упакована в индивидуальную картонную коробку, крышка которой к тому же еще приклеена. Коробки окрашены в цвет, соответствующий цвету чернил. Сверху он указан по-английски. И его предназначение для устройств L8160, L8180. На передней грани проиллюстрирована емкость. Сверху здесь указан бренд Epson и модель 115. Внизу серия чернил Premium от Claria. Существует 3 серии продукции. Это Home, Premium и Photo HD. У меня Premium. На каждой коробке имеется вот такая голографическая наклейка. Это именно наклейка. Для подтверждения оригинальности продукта вот написано Genuine Epson. Все пояснения изложены на 7 языках, включая к тому же русский язык. На тыльной стенке коробки указаны координаты производителя. Чернила изготовлены в Индонезии, впрочем, как и комплектные. Далее следует артикл, емкость 70 мл. Дата использования, ну тут разная дата. Июль 29, февраль 28, февраль 29, февраль 29, март 28 и март 29. И ниже штрих-код на 871 для рынка Нидерландов. Итак, скрываю, с этой начал, поэтому продолжу. И есть еще бумажка с инструкцией. На ней языков вообще несметное количество. Это меры предосторожности изложены, включая вот русский язык имеется тоже. Данный цвет чернил Black. Сравниваю с емкостью, который был в комплекте с МФУ. И я вижу, что в принципе это все одно и то же. Все так же здесь указано, никаких отличий. Единственное отличие здесь срок март 2026, у новых июль 2029. Крышка аналогичная, также есть вот тиснение Epson и здесь, и здесь. И здесь тоже так есть тиснение Epson.
Таким образом, я однозначно могу заявить, что это оригинальные чернила Epson. И как оказалось, рынок все порешал, и в Беларуси доступны оригинальные чернила Epson. Вы спрашивали, где купить? Вот, по ссылке в описании в магазине EasyPrint. А я благодарю вас за просмотр, буду рад новым подписчикам и оценке этого видеоролика. До новых встреч на канале. Всем пока!